Хорошо. Цель сеанса – убрать зацепки давления и звона в голове, расторгнуть все взаимодействия с антимиром, Люцифером и Ильей, вернуть гармонию с Высшим Я и Первотворцом, восстановить коны взаимодействия в моем пространстве. Вот. И сейчас я тебе еще хочу что-то послать. Короче, мне пришло прочитать. Мгм. Вот такое письмо я вчера получила, а это как выдержка из письма. Отзыв о нашей работе. Короче, человек попал на наш канал. И вот он что пишет. Посмотрел одно видео. Ваше видео было просто потрясающим. Я не мог поверить, насколько вы осведомлены и талантливы в мире коучинга и наставничества. Ваши идеи по работе с человеческим подсознанием в альфа-состоянии были просто потрясающими. Я также ценю вашу команду за экологичность и политику невмешательства в личное пространство своих клиентов, что является редкостью в этой области. Я так рад, что нашел ваш канал. Я с нетерпением жду возможности стать частью вашего дружного сообщества и посещать ваши онлайн-сессии. Отличная работа, Танви. Потому что я, наверное, тоже психолог, раз понимает ценность невмешательства. Ну, я тебе скажу, это Да. как человек, понимающий принципы коучинга, потому что коучинг – это отрасль в психологии, которая базируется именно на тех принципах, как построена психика человека, как она работает. Потому что нам, как ты помнишь, когда приходят психологи на очищение, это не все, естественно, то некоторые, ну, просто очистить их нереально. Почему? Потому что у них совершенно другая парадигма мышления, парадигма подхода к человеческому подсознанию. Мы работали уже с 2 психиатрами с прекрасными результатами. Вот. То есть люди думают, что если это психолог, так все психологи научены по одному стандарту. Нет. Даже если в классическую взять психологию, классическую психологию, то там нет единого, ну, скажем так, нет единой школы. И есть взгляд такой, 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 такой. Что интересно, в коучинге уже все исследовано, да, то есть люди уже пришли к выводу, что сам человек должен быть чистым, достать в нем самом уже есть все ответы на все вопросы, все возможности и все ресурсы, и ему не нужно ничего извне. Мы можем извне посоветовать как эксперты, но все решить должен быть сам человек. Ну, смотри, вот как Людмила. Вот я увидела, я услышала, считала информацию, что она что-то забыла. Мы не пошли эзотерическим путем, мы бы могли, давай, вспоминай, а что? Нет, я сказала, так, все, 2 недели на подготовку. Почему? Потому что так работает наша психика. Наше подсознание оно слушается приказов, желаний нашего сознательного, воплощенного разума. То есть она должна сама вспомнить, хотя она сразу и вспомнила, сама вспомнить, сама принять решение, сама. Поэтому такой результат чудесный произошел. То есть мы работаем за одну плату, готовы поработать 2 раза, потому что у нас высшая цель – это помочь человеку. То есть у нас главная цель не заработать денег, хотя нам деньги очень нужны, потому что мы живем, нам нужно покупать, оплачивать, и как и всем людям остальным. То есть это наша работа, каждый труд оплачивается. Если в Америке, например, да, если бы я была англоязычным специалистом, я была бы миллионером, потому что здесь расценки, прийти только бла-бла-бла с каким-нибудь психологом, непонятно даже каким, это уже $1000 стоит час работы. Да, то есть это очень высокооплачиваемая работа. Вот. Но у нас, нам деньги нужны, мы деньги любим, но
это как не главная цель. Главная цель – это помочь человеку, помочь себе и помочь нашему сообществу, то есть тем светлым душам, людям, которые стремятся к очищению, к прогрессу и так дальше. Вот поэтому находятся вот такие у нас, не то что находятся, смотри, у нас 11 часов 11 минут. Поэтому к нам на наш канал притягиваются самые лучшие люди. Они могут даже иногда и не понимать, что у нас происходит, да, но они чувствуют эту энергетику добра, просветления, истинного, а не надуманного, придуманного. И поэтому я считаю, что вот наша многочисленная команда, это 43 тысячи подписчиков, и там 100 с чем-то, да, оно колеблется, то есть постоянно одни приписываются, другие отписываются, но собирается вот этот самый цвет. Это, знаешь, как написано в Библии, соберу золото мое и бриллианты мои. Вот оно так и Я есть. надеюсь, у тебя появится время написать книгу, Виктория. Издашь в Америке, И издашь по стану всему миллионером. миру. Да, да. Аминь. Точно. Хорошо. Виктория, ты в эфирном пространстве. Мгм. Что ты видишь? Вижу какое-то пространство, идет какой-то, как я слышу, объект назидания. Он находится в секторе магии, и оттуда идет слово чокнутый, чокнутый, чокнутый. Оно вот так, как будто металлическая какая-то, типа подковы, но не подкова, как крюк какой-то. Мгм. И он идет вот так от сектора магии. Вот как бы представить там человека, который туда встраивается в эту, скажем, этот шаблон мышления, а это все считывается как объект назидания. И вот так идет через сектор, вот где колено, потом поворачивается и идет где в голову, вот так уже с левой стороны, там, где ментально находится сектор, я слышу, назидательных программ, ну, навязанных программ. Мгм. Понятно. Да. Там потом это вот так идет, как вот, знаешь, как мясорубки, например, прикручивали к столу, чтобы они стояли, ну, Мгм. советские такие мясорубки. Да, помню. Вот. То вот там такой какой-то механизм есть, который вижу, как чья-то голова вот так как подстраивается, вот так вытягивается, чтобы макушкой попасть в этот штырь. Понятно. Хорошо, Виктория, отсоединись от всех и всего, поднимись повыше. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Евгений. 1, 2, 3. Вот ты стоишь, такой большой, энергосфера правильной формы, как яблочко, а здесь такая штучка, просто микроскопическая, это копия вот этой штуки, которую я видела, и ты говоришь, вот так берешь пальцами, вот так, как муху, знаешь, говоришь, назидательный механизм. Мгм. А когда я к него вот так посмотрела, там слышу какое-то жужжание, потрескивание, Мгм. а, интересно, какое-то потрескивание, вот так вот, какие-то такие Мгм. звуки, как щелканье или что такое. А фон жужжит вот так как-то. И такие потрескивания идет, и куда-то оно уводит в сторону. Ладно, будем смотреть потом. Мгм. Хорошо, Виктория, посмотри на мое эфирное тело, считай эфирное ДНК, я ли это? Сейчас вижу перед тобой огромное, как считывается, типа логотип, символ такой, Мгм. как раздетый человек, считывается Иисус, висит, вот так вот, как тело как будто под грузом тела опускается, руки вверх, на столбе мучений я слышу, сзади по позвоночнику идет черный вот этот столб, а
вот эта программка, она назидательный субъект какой-то, субъект, оно тянется, провода такие, просто как провода в сектор магии. Там есть пульт управления. А это вот как трафарет перед тобой, вот этот распятый человек. Вот. Понятно. Я тебе передаю, чтобы ты это отодвинул. Отодвигая все эти механизмы. Да, это ты, я вижу. За этим, Спроси, за этой Мгм. штукой. Спроси Викторию, у меня разрешение потрудиться со мной для меня? Да, ты разрешаешь. Хорошо. Кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. Кому принадлежит эта Это, назидательная штука? да, это механизм. Кто хозяин, приказываем проявиться. Появляется в первую очередь вот такое, как яйцо сверху разрезанное. Считывается шапка, тиара. Мгм. Так, сейчас я посмотрю, что это. Тиара. На этой тиаре как будто вокруг нее белая тиара. Почему белая? Считывается свет отражающий. Это какой-то М. странный цвет, как будто бы он поглощает внутрь. Не Мгм. назовни, а внутрь. Мгм. А внутри черные. Считывается вот эта черная энергия. Люциферианское царство. Так, и там вот Мгм. эти, это тиара. Сейчас я посмотрю. Она находится в физическом измерении. И я вижу, что во время, и слышу вот это слово, назидание, идет как коронация какого-то папы римского. Какой-то Мгм. слышу Иннокентий. Я даже не слышала такого никогда. Там их много было, этих пап. Прям. Короче, какой-то Мгм. Иннокентий Мгм. и идет, и там очень много народу. Какие-то... И он вот это символ власти, вот эта тиара. Это символ власти люциферианского царства. Он идет, подставляет вот так голову. И я вижу, как эти духи начинают ввинчивать ему вот этот механизм, который я тебе говорила, что в твоем пространстве как маленькая копия этого есть. И Мгм. он подставляет головы, одевает эту тиару, и там внутри вкручивают эту, как бы прикручивают его. И я слышу, Иннокентий принял престол сатаны. Принял престол сатаны. Может, Мгм. это не папа римский, а просто какой-то, ну, вот это. Ну, Ну, сейчас я... есть вот 176-й Папа Римский, Иннокентий III, например. Да, Он. Мгм. Так, а что это за объект, который присоединили к этому Иннокентию? Что это за объект назидания? сейчас я посмотрю. От этой штуковины идет сектор магии уже по отношению к этому Иннокентию, и от него вот так идет к тебе. Это объект назидания. Я вот так вот вижу. Мгм. Как будто бы кровавая. Она считывается цвет кровавый, как темная запеченная кровь, кровавая. Считывается кровавая Библия. Что интересно, она вот так, такая красная запеченная кровь. И такие листики вот так вот, как будто бы стоят, как волосы дыбом, да? Вот так они все как будто бы веером. Мгм. А такая сияющая вставка, она сияет, то есть какая-то часть только Библии.
Ой, интересно, как посмотрю. Сияющая часть. Я слышу, что это вдохновленные писания. Видела 5. Это как Тора. 5. 5. Вот так как вот так вот вышло, как 5, как Ага. пятерня. Так, боговдохновленные писания. Это древние писания. А вот эти, которые вот так, это считывается, я слышу, новодел. И они просто, когда я смотрю, это запеченная кровь. И считывается запеченная кровь Иисуса. И мне идет информация, что даже в Старом Завете, там, где описывается пророчество об Иисусе, это фальсификация. Легче сказать, что там правда. Меньшая часть, да? Вот эта Да. серебряная вставка, это и есть Она сообщение? как свет сияет, просто как и оно идентично, и от этой вот так идет полоса в сектор первотворца. Дальше, дальше как бы бесконечно вот туда уходит идентичный свет. А все остальное это как, я слышу загруз, когда Угу. загрузить, и вот это кровавое, кровавое, Так, новодел. хорошо. Угу. Так, и вот эта вся Библия, как она относится к этому объекту назидания? Оно вот так выглядит, и вижу, как вот этот Иннокентий, Видите? он, я слышу, принял какой-то пассаж, М. постриг, Ага. то есть посвящение. А, и он вот так в эту кровавую а, часть этой Библии, вот так как лбом бьется, и прорастает у него вот этот имплант. Он считывается как первый назидатель. Вижу, вот он пишет, как-то вот так Библию как будто бы пишет и вывешивает такие страницы, с которых какая-то черная магическая энергия стекает такими каплями. Мгм. И идет постоянно назидание. А в каком году этот был, Иннокентий? 1198-1216 год. Это, видимо, его, где он сидел. А родился он в 1161 году. Это по-нашему. А это он как раз, смотри, он как раз современник этого Андроника. То есть Андроника, это да? в одно же время было. Мгм. А предыдущих это их всех придумали, их никогда не существовало, потому что Андроника еще, этого Иисуса еще не убили. Его и убили 1000 лет назад приблизительно почти. Вот я подумаю, ну что это такое, как ты связан? А вот так и связан. Так. Мгм. И Да. вот он бьется туда, в эти кровавые страницы, как запеченная кровь. И я слышу, что привязывает ам, вот духа пророчеств, привязывает духа пророчеств в будущий субъект мнения. Что такое субъект мнения? Посмотри, Виктория, что это за субъект? Как я сейчас посмотрю, как это я формулирую, ну, какая формулировка приемлема для меня. Мгм. Оно идет как всеобщее обозрение, всеобщее мнение, лидер мнения, навязанная идеология. Мгм. Да, так понятней. Да, Общепринятое. да.
Так, хорошо. И что вот этот книга с этим, с этой кровью и объектом, как я связан с этим? Я вижу, что это выглядит так, как в секторе магии находится человек, как считывается в гробу мертвый. Гроб такой длинный, большой, каменный. И этого человека, да, это распятый человек считывается. Мгм. Идет второй Адам. Мгм. Второй Адам. Что это обозначает, второй Адам? Сейчас я очищу от, Чистим от от лжи, от искажений, от блоков на снятие магии и колдовства. Я Очищаем пространство. вижу, Мгм. Да. как идет от сектора будущего и в секторе магии, потому что начало и конец в одном месте. Поэтому Иисус говорил: «Я альфа и омега». И он с кем-то говорит в секторе интерферентом, и вот так как-то пальцы один, два, вот это вот, ну, как это мир Мгм. показывает, peace, вот Ну, так, Ви. Ага, Ви. Ну, двойка, да. вот так показал, да, Мгм. и говорит: «Я приду. Сейчас я поговорю, кто это? А это ты. Вот, в секторе Мгм. миссии стоишь и говоришь, и ты говоришь: я приду». Я спрашиваю: почему ты второй Адам? А ты говоришь, что Адам первый изменил время, ход событий. И такая черная энергия пошла. Показываешь туда, говорит, говоришь, изменил время. И Мгм. показываешь, как в этой энергии такое, как, знаешь, как наливное яблочко начинает морщиться, вот как оно портится. Портится. Вот. И ты показываешь и говоришь, что первый Адам пренебрег советами Первотворца, назиданиями Первотворца. Вот ты очищаешь сейчас назидание. Понял? Мгм. То есть и... А ты почему Мгм. второй? Почему? Ты говоришь, что ты вернешь потерянное время и показываешь вот так, как будто бы на себе разорвал рубаху. А это вот эта рубаха белая, которую я всегда вижу. А что это означает? Ты Мгм. говоришь, это мое физическое тело, физически воплощенный разум. Говоришь, память, презрение ко мне. И показываешь, как у тебя на теле много-много подключек, как тоненькие ниточки. И там есть такой эгрегор. Мгм. Все эти ниточки вот так тянутся в эгрегориальную структуру. И там я вижу, слышу крестный ход, как идут люди, считываются бараны на убой. А перед ними вот как будто бы несут такой огромный крест с распятым, с распятием, да? И не Мгм. все так идут и бу-бу-бу-бу-бу-бу, что-то там мурыжат. Вот. Это эгрегор христианства. Я слышу христианской морали. А что это за христианская мораль? Мгм. Что это А, такое? я слышу убийство себе подобных, каннибализм, выпивание смерти, крови, смерть, предательство. И вот этот Грааль, вот он появился в секторе магии. Это как раз есть вот этот, он и звучит, волшебный Грааль, убийство, каннибализм, потому что желать убийства чужого человека, другого человека, человек человеку, это пролить кровь. Пролить кровь, это означает напиться крови.
То есть желать смерти другому – это каннибализм считывается. И вот я вижу этот священный Грааль в секторе магии. И я вижу, как вот этот образ этого человека распятого, который перед тобой, вот эта рука у него так в Мгм. сектор жертвоприношений, и у него в руке вот этот священный так называемый Грааль смерти. И я вижу, как вот этот Грааль смерти этому Иннокентию вот так на голову и одевается. И образуется вот эта тиара, символ, Мгм. символ власти, оно так и считывается, люциферианского царства, протестующего против советов назидания Первотворца. Мгм. Вот. Искали этот Грааль, оказывается, это тиара, да, на голове. А У тиара, этих. да, вот это и Мгм. есть тиара, это и есть Грааль, это символ жертвоприношения человеком человека. Мгм. Я слышу пренебрежение духом человеческим во имя снисхождения духа смерти, вот Смерти. этого Люцифера. Эти Мгм. духи, демоны, он во время этого а, посвящения считывается как постриг. Мгм. Этот Иннокентий, из него просто вот так через ноги уходит, открывается портал, уходит его душа, а он живой ходит, а душа выходит. А вот этот черный дух через голову, через седьмую чакру заходит и одевает это тело, вот как одежду одевает. И я слышу, что тело этого Иннокентия становится одухотворенным, оно поддерживается при жизни этим, я смотрю и слышу, Иннокентий, Иннокентий, вот этим демоном. Мгм. Я слышу жить во плоти. И получается, вот этот демон, которому запрещено иметь физическое воплощенное тело, получает это физическое тело благодаря тому, что с помощью этих убийства, магии, получается, что он одержимый стал. Вот это одержимый по собственной воле. И в этот момент я смотрю на это лицо Иннокентия, и у него такие, просто этот дух смотрит сквозь глаза физические. А Мгм. этот Иннокентий, он в секторе интерферентов стал, я слышу, прообразом Христа, как программа такая. Считывается мучение, мученическая смерть, принятие мученической смерти как искупление от грехов. Мгм. Арабская Вот, психология. да, рабское подчинение программам смерти. Вот я слышу умиротворение. Это все эгрегориальная структура, считывается паразитический нрав. Мгм. То есть это воспитывается таким образом, вот это и есть эта христианская мораль, то есть этот нрав, это нравственные ценности, убийства, я слышу обгладывание костей человеческих, то есть вампиризм своего рода. То есть я вижу, как эти люди, которые стали жертвами этой морали, у них меняется энергосфера, у них из живота, из третьей чакры вырастает как меч такой отросток, Мгм. это тот пиндер, так называемый. И от какого-то колдуна, который находится в межпространственном союзе, а, какой-то союз межпространственный, он как находится лимфа, которая течет между тканями в таких проходах. Это в М. физическом теле, а в энергетическом
масштабе всей Вселенной. Это межгалактические проходы. Вся Вселенная – это единое сознание, а там есть такие же проходы, как лимфа протекает по своим проходам. Мгм. Считываются межгалактические проходы сознания. Вот, и в этих проходах сознания оно там как грязь собирает. Чистилище. Мгм. Это то, что Так. называют чистилище, но это загрязнилище, а не чистилище. То есть лимфа очищается, и точно так же вот это все, что туда попадает, оно разделяется, я слышу и вижу, разделяется. Я слышу надопотопные сегменты и послепотопные сегменты. И слышу, что первый потоп, оно как-то связано вот в этом периоде. Первый потоп. Мгм. Так, Открылся портал. Мгм. Я вижу, что землетрясение, портал открылся. А, М. Это И сейчас откуда этот свет такой жестокий такой свет, прям туда нырнул. Я слышу, что это душа Иннокентия во время этого посвящения землетрясение? Ага. и Мгм. выхода этого духа, то есть это душа человеческого тела ушла, этого Иннокентия, а я слышу, что сел на престол Иуда. А кто такой Иуда? Он сидит как этот, как Бафомет, вот на этом стуле. Мгм. Считывается Иуда. Кто такой Кто Иуда? это? Сейчас я посмотрю. Так, что это означает Что энергия обозначает Иуда? Иуда? Мгм. Я слышу лебезеть, и вот так как будто бы язык, лебезеть, как-то лебезеть, язык так, да-да-да-да, лебезеть перед престолом сатаны, подчиняться власти дьявола, предавать себя и людей, и Мгм. человека. То есть Мгм. и это собирательный образ. Ну, так и же и говорят на людей-предателей. Иуда, да? Мгм. Ну да. Так. А кто там вот этот колдун, который в аналоге лимфосистеме? Да, я А, вижу, что он в таком плаще, из-под которого как будто бы выглядывает такой черный, ну, считывается пиндер. И он в мгм. шляпе, в такой, как колдовская шляпа на голове. Мгм. Считывается Прик- дух предательства, коллаборация, мгм. фальсификация. Так, а в ком он воплощен, этот дух, кого мы знаем? Кто носитель этого духа? Приказываю проявить согласно физической ДНК. Ай-яй-яй-яй-яй. Увидела Тараса, который поглощен вот так по первую чакру, скажем так, и он как бы хочет вылезти из этого эгрегора. Наполовину он очищен, то есть верхнее вот так как бы светится, и он пытается вылезти. Мгм. Вижу Тарас, фальсификатор истории человечества. У него сильная кармическая ответственность. Ему нужно прийти к нам, очиститься, раскаяться. Вот, а не играть в игры этого дьявола. Мгм. Так, но он как часть.
Я слышу ушедшие, усопшие. Вижу этого Николая II, а потом ну, эти какие-то слова Мгм. идут немецкие. Сейчас вот этот фальсификатор. Лицо его вижу, Мгм. портрет. Потом Волх, то есть его эти. Я спрашиваю, кто в одной связке еще с ним есть, Мгм. и кто ему мешает выбраться. Он вот эту черную энергию называет, оно считывается люциферианское сознание, и оно есть частью этого демона Бафомета. Он Мгм. выглядит вот так, как сидит на престоле и держит в руке человеческую голову, как державу. А эта голова этого Иисуса. Этот мертвый человек, который там лежит, он вот так, его похоронили вот так, вниз лицом, а головы нет. Голову отрезали Мгм. в эфирном пространстве или, наверное, на физике тоже. И он держит череп, говорит, убитого человека. А ты показываешь вот так вот, что ты не можешь встать оттуда, потому что в спине как кол такой черный с обратной стороны. И ты говоришь вот, что ты рожденный заново. Я говорю, в ком М. тот человек воплотился. А он так и говорит, в Евгении Высоцком. Он тебя называет моим братом. Мгм. Так. Союзник, Мгм. брат, Так. Мгм. сын. А, Говорит, брат по духу. Я спросила, как это брат М. и сын может быть одновременно. Ну, дальше идет отец. Вот. И показывает на эту черную энергию и говорит, отец безобразия. Сейчас кому Мгм. принадлежит? А там такой какой-то вот этот колдун, у которого в руках такие, как вожжи, такие штуки. И он так такие завывания ветра там, и он вот это все что-то делает. И такой сияющий у него там энергия внутри его нижних чакр. Мгм. Так. Вот этот Так. колдун в этом плаще. Я слышу Так. Илья, Мгм. пришелец, Мгм. Мамаев. Так и прозвучало. Так вот Я сын. слышу, корыстный паразит, Мгм. убийца народов. Я вижу, как он находится в таком, как в нижнем портале, а народности вокруг него, вот так как сияющие, разодранные, как пятна такие. И считывается, нарушил порядок, а, гармонию, Мгм. воплотился человеком. Вот этот дух Мгм. Вилье. Он называет себя монастырским, я ей говорю, что это ложь, что он Мамаев. Пусть назовет себя, и он пишет, прям скребет Мамаев. И он находится как бы внутри, в твоем пространстве, прямо внутри. Мгм. Как-то он проник в моё пространство, где моё Сейчас я разрешение, да? посмотрю, Мгм. почему он внутри твоего пространства, и ты показываешь, говоришь, я человек. И такой маленький-маленький там, потому что я отодвинулась, чтобы рассмотреть тебя со стороны. Мгм. И такие слои, много-много, и ты говоришь, я Вселенная. И так удаляешься, удаляешься, а я удаляюсь от тебя,
а ты как центр Вселенной, а ты вот так назад, 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 а это все расширяется, а ты назад, назад, чтобы я тебя всего осознала. Космос. Да, а это космос. И ты вдруг раз, и уже здесь снова. И показываешь, что я говорю, чтобы ты показал мне, где заканчивается твое энергетическое поле твоего физического тела и где по отношению к этому, к этой границе находится, он считывается чувак. Почему-то. Блатной чувак, то есть какой-то вот... Он находится за пределами физического твоего сознания, то есть за пределами физического сознания, но внутри я слышу так, всеобъемлющего сознания, разума Вселенной. Всесвіту. Потому Так, и что чё? Всесвет делится на две. Всесвет, он вот так, это первичная материя жизни, а Вселенная– это вторичный субъект мнения люциферианского царства. Это разделенный мир, отделенный. Это вот это. Антимировская область. Да. Здесь законы, там свои законы. Они отличаются от первичных конов жизни и от первичной материи жизни. Так, приказывай этому чуваку отвечать, что он делает в моем общем пространстве, в моем подконтрольном. Он говорит, что он навешал парадигмы мнения в твоем личном пространстве благодаря духу вхождения Люцифера в Иннокентия. А как я связан с этим Иннокентием? А он говорит, ты лежишь у меня под ногами. И я увидела, как вот эта черная энергия, которая как осиный кол забивает вампиром, забита в твою спину. И это считывается как нога, которая лежит на поверженном враге. Так. Да, а Что ты обозначает это? говоришь, что Да. твоя голова, показываешь вот это черное, что она не твоя, как будто бы эту голову отрубили, а твоя сияющая вот так от позвоночника отсюда, такой подключкой тянется туда еще ниже, она отдельно. И Поменяли. да, я вижу, как от этой головы нижней, сияющей уже твоей истины, вот это навязывание истории о отсеченной голове Иоанна Крестителя. Это ложь, это вот твоя голова. И от нее тоже такая идет подключка к пиндеру этого колдуна. Он управляющий сознанием, иллюзиями антимира. И он... интересно мне знать, вот этот Илья, он родился уже с духом этого демона, или он его приобрел? Нет, он его приобрел. Он его приобретал, я слышу, раз за разом. И снова я его слышу Джугашвили, и вижу, как он в какой-то часовне раскопал какой-то манускрипт. Считывается колдовской догмат. И он как будто считывается как посвящение, и он как вливает себе в голову. Слышу протест. Вот, вижу его молодым, худым таким. Он семинарист.
Семинарист. В Мгм. семинарии. Студент в семинарии. Слышу откачивать энергию. Вот он тогда как бы посвятился, и я слышу, да, Принял. принял посвящение. Мгм. Какой-то орден. Ладно, Мгм. соединяюсь от него. Отсоединяйся. Да. Так, вот это осиновый кол, который забили. Что это было за событие, когда это произошло? Я слышу акт недоверия, и я вижу, как этого человека, которого убивают, которого мы знаем по истории как Андроника, и сильный крик пошел: «Отец, зачем ты меня оставил?» Мгм. Это знаменитое выражение. Да, вот это как колдовской, оно считывается, слышу, вырок, то есть как приговор к смерти. Мгм. Это акт принятия смерти. Именно это и есть той головой, которую я вижу. Оно считывается. Акт недоверия к конам Вселенной и к тому, что первотворец. То есть за какая-то доля сомнения. Я Мгм. слышу физический дефект, дефект физического мышления, Так, а в чем упадок заключается? сил, Мгм. упадок сил. Я вижу раны, вот эту запеченную кровь, истязания. Слышу по-украински катування. Ам, катування — это по-русски будет, ну, как это, военных, вот у наших солдат там, Пытки. пытки, да. Мгм. Вот. Истязание, пытки, понятно. Да, пытки, да. Мгм. И это упадок физических сил, и это запеченная кровь на голове. И вижу этот венок принятия смерти, принятия рока. Оно Мгм. идет, и в этот момент я вижу, как идет колдовской, от этого колдуна он буквально одевает, я слышу, семинарист одевает этот венок этому возбужденному смертью человеку, Да. чтобы Мгм. повысить, я слышу, какие-то напряжения, вибрации. Вот оно напрягается, это пух, вырывается, прорывается, а, и выходят духи наружу. То есть Мгм. колдун наколдовал, таким образом навлиял на тебя в том воплощении, чтобы ты принял акт смерти, то есть он подчинил твою волю своей посредством магии. Так, кто он? У Приказывает вам него Мгм. засветился, да, пупок. Продолжай. Кто этот человек? Приказываем проявиться согласно физической ДНК на тот момент. Он говорит, я вижу, как он с экрана смотрит на Мону и говорит: «Я Моны муж, Илья Мамаев». Мгм. Он говорит: распространитель духа зла, сейчас духа или духов? Духов, их много. Мгм. Духов, говорит, зла, преисподней, формирователь иллюзий, хранитель тайн человеческих душ и исказитель истории. Мгм. Также он говорит: повелитель времени, дух наказания. Вот. Так, а кто хозяин этого или самым главным приказывает проявить согласно его эфирным ДНК? Вижу, что Илья как марионетка, вот как перчатка одета. Снова я вижу этот образ рука.
Мгм. на которую, ну, как человек одевает перчатку, вот так это тело физическое Ильи Мамаева одето на духовную сущность. Это не просто дух как программа, а это сущность, вибрации, сущности. То есть это персона считывается, Мгм. то есть это духовная личность, которая не может воплощаться, но которая может переходить, замещать Мгм. душу. Когда душа, когда человек принимает, я слышу, постриг, я вижу тот момент, когда этот Джугашвили в том воплощении, он в каждом воплощении, вероятно, принимал вот эти посвящения. Мгм. И на самом деле я вижу этого огромного, как считывается Люцифер, а, демон, Люцифер, одноглазый, вот такой а, людоед, как физически с одним глазом, и у него Мгм. такое лицо, вот так как считывается жопа, извини меня. Мгм. Вот так, где лоб, такие надбровные дуги, и вот так, как будто бы разделенные, и один глаз только, не два, а один. Это, я слышу, перформанс, как форма человеческого тела, рожденного от человека и духа, от демона. Мгм. Это его персональная ДНК, я слышу. И вот этот дух, который как запечатлен в его генетическом коде, вот я вижу эти хромосомины, это все, он воплощается, он имеет способность воплощаться, потому что имеет человеческий код, и их много. Таким образом, я слышу, они бессмертные, продолжают свое бессмертие, люди погибают человеческие. Вот душа погибает, но они, вот эти духи, демоны, продолжают существовать. И они просто переходят из тела в тело во время посвящений. Понятно. Так. А вот это момент этого Иннокентия, когда он это одевает, эту тиару, это начало этого эгрегориальной структуры целого христианства, вот этого. И потом вот эти за 1000 лет, вот эти все жертвы политические и религиозные, которые вот, были под знаменем этого Христа, так называемого, то есть вот эта идеология фактически антихриста, то есть Мгм. антихриста. То есть фактически это христианство, это орудие антихриста. Да? Мгм. Потому что вот каждый человек, который вот кланяется Иисусу, так называемому, вот так вот, его смерти, я вижу у этих людей вот это проходит как печать. Оно так и считывается, печать зверя, и лоб вот так разделяется на двое, и они как бы принимают этого духа людоеда. Мгм. Вот. И они так Так. ходят с этим, вот ходят по кругу, ходят как зомби, и все ниже и ниже считываются круги ада. Вот так идут, идут, вот это в этом эгрегоре до полного, я слышу, выхода из пространства смерти, то есть они рождаются, умирают, то же самое, то же самое. И идет полная деволюция, деградация человеческой души и наполнение демоническими э, духами, вот этими демонами, их физических воплощенных тел. В эфирном пространстве у человека есть свой код жизни и код развития. И эти демоны именно используют вот этот потенциальный код. То есть если взять человеческую душу, которая в принципе, это божественные боги, да,
по сути Мгм. своей, духовные сущности, и какая-то их часть рождается человеком, то они, вот эти темные, захватывают вот этот процесс, потому что в эфирном пространстве одновременно человек, рожденный сегодня, все его предыдущие жизни и, и вся его вот духовная составляющая, все вместе находится. И таким образом эти темные через одну ошибку имеют доступ ко всему. То есть человек делает посвящение, делает магические ритуалы в одном моменте, одной воплощенной жизни и открывает доступ ко всем параметрам своей души, высших я и так дальше для этих демонов. Мгм. Это считывается как Так. угроза человеческому М. сознанию, как воплощенному, угроза вообще созидательным процессам вообще во Вселенной. Потому что таким образом Мгм. вот эти демоны имеют доступ к всеобщему сознанию. Мгм. Так, кто вот этот главный? Приказываем назваться. Кто он такой, этот хозяин? Какой? Ну, вот этот, как циклоп, этот людоед. Кто он такой, Он приказываем снимает вот отвечать. эту голову циклопа, Мгм. Мгм. показывает, что он ангел, говорит, первый из упавших. Мгм. И Приказываем так, отвечать, как мы его знаем, кто он такой. Пусть назовется. говорит Люцифер. Мгм. Приказываем отвечать, что он делает в моем пространстве. Он говорит, соблазняю на жизнь вне дома и Мгм. показывает, что держит. И показывает на этот эгрегор, ну, вот это на спине ногу держит и говорит, что они согласны на вот этих людей, которые вот ходят в этом эгрегоре, говорит, они согласны убить тебя каждый час, каждую секунду. И показывает вот эту книгу, она сейчас звучит Библия, вот эти звучит Библия, вот эти листики такие кровавые, и слышу конспирология. Мгм. Законспирировали эту Да, информацию. да, это Мгм. магия. Но конспирология- это и есть магия, потому что никто не имеет права скрывать истину. По законам Всесвяту живого каждый обязан назваться, кто он, и каждый имеет право знать истинное положение дел во Вселенной. Мгм. Так, давай посмотрим, Виктория, есть у Люцифера ли мои частички души, энергии, потенциал. Приказываем Он посмотреть. подбрасывает вот так, как М. играется, говорит: "Да у меня твоя голова". Мгм. То есть, Так. ну, не сама голова, она считывается как электрический отпечаток. Как копия энергетическая Мгм. твоего сознания, подчинения смерти, ухода Мгм. из дома. Так, есть ли у меня контракт подписан с этим Люцифером, когда я согласился? Я вижу, что в тот момент вот есть, этот гроб. Мгм. Вероятнее всего, что он на физике тоже есть. И в тот момент, когда этот, Иннокентий одевает эту тиару, он провозглашает себя, я слышу, твоим королем, Мгм. наследником престола Бога. А кто истинный наследник престола Бога? Я слышу, идет ко мне твой сын. Мгм. Так,
Значит, в этот момент, когда он провел это посвящение, контракт со мной произошел. Да. Что произошло на эфирном плане? О чем мы договаривались? Я слышу, что ты не мог пошевелиться. Часть твоей энергетической сущности была вот как замагичена. И замагичена Ильей Мамаевым, цельнозором этим. Угу. Ритуал. Он делает ритуал. Не только он. Это какое-то сообщество колдунов, секта. Почему-то я слышу секта Иуд. Они черные такие все. Считываются отшельники, отщепенцы. Также считывается мафия, колдовской какой-то эгрегор, круг. Они все там сидят. Считываются мошенники, братья Угу. по крови, братья по крови. То есть это родственники твои на физике. Угу. То есть их друзья, родственники, друзья и секта религиозная. Фактически даже не религиозная, а внутри религиозной секты я слышу верхушка, паразитическая верхушка, тайное братство. Вот как в христианстве, как в любой масонской организации. То есть те, кто находится внизу, понятия не имеют, кому они служат и что творится вверху. То есть если взять любую вот эту организацию религиозную, возьмем христианство, да, то что происходит в этом христианстве? То есть вот эти, которые находятся на первой ступени посвящения, то есть зачем людей их крестят? Это первая ступень посвящения. Вторая ступень посвящения – это люди уже соглашаются на разные ритуалы посвящения, то есть там уже жертвоприношение Иисуса Христа. Они тело едят и кровь его пьют, то есть вот эти ритуалы посвящения. И так дальше, выше, выше, чем дальше в лес, тем больше дров. Потом диаконы пошли, служители какие-то, помощники. Там вот это мужелоство, то есть все молчат. Низы не знают, что делают верхи. Начиная с 17 градуса все уже знают, чем занимается Папа Римский и вся их свита. То есть они все там знают уже, но самые те, кто дошли до 33 градуса, они уже осведомлены, и они уже одержимы этими духами. Эти градусы как отклонение от оси первотворца жизни. Ну, так Да? градусами же и называют. Угу. Да, то есть должна быть и вот эта ось посвящения, да, дьяволу, ось посвящения дьяволу. Вот эти градусы. Жутенько. Так. Вот эти, значит, паразиты ритуалы совершают, чтобы Андроник не шевелился, да? Да. Так. Илья Мамаев делает лично в том времени, как колдун. Он, я слышу, прозритель. Вот, и он все следит. Он следит за воплощением твоей души. Угу. Вот как обсерватория, я вижу вот эта обсерватория, где он как будто бы из этого смотрит на расположение звезд и считает. Нострадамус. Но это Джугашвили. Угу. Он смотрел на звезды, а сам высчитывал, у него были астрологические прогнозы, и он искал этого видения. У него были эти духовные потребности, чтобы их удовлетворить. Его прям жарило изнутри.
Мгм. Вот этот дух, который рвался наружу из его генетических предшественников, то есть с его этих предыдущих жизней. Вот этот дух вампиризма, которые были запечатлены, то есть там еще душа как бы боролась. Мгм. Но он стянул целые народы, миллионы людей, которые как бы поддерживали его политику. Это то же самое происходит и сейчас в России. Мгм. Миллионы людей поддерживают одного вампира, и все сидят как идиоты, слушают его бредни, то, что он говорит, округляют глаза, не могут понять, что за бред это чудище несет, и все молчат. То есть поддерживают, дают одобрение, и поэтому идут как на убой сами и убивают других. Мгм. Хорошо, Виктор, давай посмотрим контракт, где был недвижимый. Что дальше произошло? На что Ты я говоришь, что ты согласился? умер не собственной смертью, и сейчас вдруг переворачиваешься, и перед тобой как экран такой, как будто бы компьютер. Ты так Мгм. лежишь там и вот так вот смотришь, и это Библию читаешь. Так перелистываешь и так тык-тык-тык, туда-туда, туда-туда, религиозный обман, религиозный обман, религиозный обман, религиозный обман. Я вижу, как это вот книга сияющая, и там как в твоем пространстве вот такие, как зацепки с нитями, с такими, как с паутины, как буквально как провода. Точно так же ты вот Библия, это как я слышу прослойка сознания, дубликат твоей личности, в которые внесли вот эти поправки, и ты говоришь, нарушили экологичность. Мгм. И берешь вот это, и вот эта энергия черная стекает такими каплями, а ты вот так берешь эту книгу и говоришь, дух первотворца. И такой сияющий шар, он поднимается вверх, и ты встаешь. И берешь эту тиару, которая белая у этого колдуна, У Иннокентия. у Мгм. Иннокентия. То Мгм. есть получается, что ты как бы согласился и разрешил ему во время этого пострига, этого посвящения ну, в это папство принять, я слышу, Голгофа. Мгм. А, Это как знамя смерти, которое в этой тиаре, оно развешивается, вот так как знамя смерти считывается, предательство Иуда, и как белый флаг вывешивают э, те, Мгм. кто сдаются в плен. Вот этот флаг белый развивается. Вот так оно как-то считывается карусель. Это сдача в плен люциферианскому сознанию. Мгм. То есть это подготовка. То есть он посвятил себя служению дьяволу для того, чтобы вовлечь человечество в этот эгрегор христианский, подготавливать, назидать, так называемый, как я слышу, человечество для упадка, для морального, я слышу так, для Мгм. моральной деградации. И вот они ходят по кругу, как идиоты с этим Христом. И они уличены в грехе людоедства. То есть они фактически вот эти, я вижу этот ритуал, не идет, как он называется, он идет как жертвоприношение тела Иисуса. Они как едят, как людоеды, Мгм. кости обгрызают. Вот точно так же они пьют эту кровь, это посвящение. Вот. И этот хлеб едят. Мгм. Так, приказывает. Так.
этому ордену, и Илье в частности, забирать все их магические ритуалы, все их воздействия на меня, на Андроник, во всех воплощениях, во всех мерностях, во всех временах. Отказываясь принимать смерть, их воздействие и искажение Библии, пусть забирает все. Я вижу, как твоя эта часть, какая была андроником, да, физически воплощенный разум, вот так обращается к этому Илье, говоришь, я тебя знаю. И вот так идет, как из воплощения в воплощение назад. Говоришь, ты Илья Мамаев, друг, говоришь, брат, и показываешь, говоришь, Джугашвили. Эта фамилия идет. Сын погибели, и дальше пошла как черная энергия в пропасть. И эти нити, которые были в твоем пространстве, они к нему возвращаются вот с этими гвоздиками, зацепками, а ты поднимаешься вверх, и я вижу, как с этого твоего пространства, отсюда, где эта чаша была, Грааль смерти, Играли. вот он летит как молния, вот так медленно, как шаровая молния, и ударяет, потому что там эта система запечатлена в эфирном пространстве, вот это посвящение и вход духа дьявола, этого Люцифера, этого Ионакентия. И там происходит как взрыв. Происходит взрыв, и вот эта капсула времени разрывается, и ты поднимаешься вверх и вытаскиваешь огромную какую-то, я слышу, чужую голову. И она вот так спереди, а за ней тянется еще одна голова, я слышу, разбитого Иисуса. Сияющая голова, которая как будто бы отрублена, но живая, смотрит там все. И от нее идет подключка в сектор Первотворца. И в эфирном пространстве в твоем высшем Я вот как будто бы есть какое-то измерение, где нет головы, а есть вот это сознание люциферианского, я слышу, подчинения. А вот эта голова сначала черная, как ты вытащил две головы, она начала кукожиться, как яблоко такое, и уходить вниз, как будто бы сгнивает. А эта энергия в этой сияющей голове, это считывается чистый разум сознания, отречение от смерти. Я вижу, как этот Иисус, который там висел на этом столбе, снимает из себя вот эти оковы, и этот крест вот перевернулся. И вот и образовался вот этот крест вверх ногами и уходит. И он как этот, как кол в этот эгрегор христианства. И я вижу, как во время этого ритуала посвящения этот Иннокентий, то ему как вот эта энергия ударила, и его посвящение, его жизнь, его душа была вот так как натянута, как паутина. И она разбилась. Он пропал, его нет среди живых. Он считывается дохлый монстр. Его тело, его сознания нет. Я слышу, ушел из жизни. И в секторе магии вот это, этот эгрегор Иуда, там начинает вот кто-то бегать туда-сюда, бегает. А это вот этот кто-то с иконой, с головой, как будто бы на иконе нарисована голова. Я слышу святого преступника. Так, чья это голова? Они тебя преступником сделали.
Это эгрегор поклонения. А почему ты преступник? Потому что ты согласился на смерть, приступил к оной жизни. Они тебя еще зачислили в самоубийцы. И те люди, которые поклоняются, я вижу, вот кланяются, кланяются, кланяются этому самоубийце, этой иконе, уличены тоже в самоубийстве, потому что они отрекаются от жизни, принимают смерть другого человека, таким образом завязывают, как что-то нормальное, завязывают вот эти кармические узлы, сами Мгм. становятся виновными. И по конам живого всесвіту они обязаны попробовать смерть. То есть и вот таким образом крутится вот эта карусель смерти. Колесо сансары, да? Мгм. Как его называют. Да, 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 да. Да. Так. Вот этот человек, кто это носится с иконой, приказываем ему забирать всю ложь, всю обман, фальсификации и вообще эти всей папской и колдунам всем. Пусть забирает их махинации, фальсификация, ложь, воздействие с Библии. Пусть забирают все их воздействие. Это Я как? передаю информацию также этому Тарасу, чтобы он, я так и говорю, перестань дурить. Говорю, дурить. Угу. Выходи на свет. Он как в тень постоянно прячется. Вот. Я ему говорю, выходи на свет, передаю информацию, что происходит. Потому что если бы он освободился по собственной воле, а он отказался, да, как Угу. раз, то все бы было хорошо. Было бы, ну, как бы не, возможно, не было бы даже войны. Она бы, возможно, не началась. Вот, в Украине. Что-то раз как-то воспринимает. Ну, смотри, наше дело передать информацию, пусть Угу. решает. Потому что мы не судьи, а у нас главная цель– это освободить всесвет, иконы жизни, и чтобы каждый имел возможность сделать свой выбор самостоятельно, Угу. без чужеродного влияния. Потому что вся эта магия религиозная, эзотерическая направлена только на одно, чтобы человек сделал неправильный выбор. Угу. Хорошо, Виктория. Я забираю все мои частички души из всех мест, мою кровь, все мои отпечатки, все, что принадлежит мне, из всех мест я забираю, очищая чужеродного, отсекая. Я вижу, как ты снимаешь из себя, вот уходит вот этот, я передаю тебе, чтобы ты убирал, вот эта энергия как будто бы разрезала, и снимаешь с себя черные перчатки и рыцарские доспехи. Сейчас посмотрю, откуда они у тебя взялись. Это ты говоришь, что это энергии посвящения, то есть вот эти все священники считываются как мафия, все эти колдуны, все это чужеродные энергии, которые это энергии посвящений, Угу. и они на тебя навешали, потому что на твоем решении это все завязано. Очищай этот весь эгрегор и уничтожай эгрегор власти Люцифера и вот эту таинственность, Конспирологию. конспирологию раскрывай. Замалчивание. Да, Раскрываю, обличаю. пусть вскроется вся истина. Я вижу, как из этого колдовского эгрегора, из сектора магии, просто выходят такие облака. Оно так и считывается, облака информации. Я думаю, при чем тут облака? Говорят, ну, купить место в облаке информационном, да? Мгм. Вот оно, облака выходят. Это такие пространства генетической памяти человечества. Очищай их. Очищаю. Очищай твое все пространство, отказывайся принимать смерть. Угу. Я вижу, как твой Насилие. контракт, там, где ты стоишь в секторе миссии, ты говоришь, что идешь на жизнь.
То есть поменял контракт. Не на смерть, Мгм. а на жизнь. Ты говоришь, что идешь на жизнь. И я вижу, как этот один палец вот с этих двоих черный отпадает, и такая пятерня, и ты этой пятерней вот так пах, Мгм. как будто бы на землю, где северный полюс, вот так пятерней своей, и держишь. Мгм. Зачем? Сейчас я посмотрю. Мгм. И идет такой свет, и как-то между пальцами вот такая, между этими, там какая-то идет гряда, какие-то горы. Сейчас я посмотрю, куда эта энергия, какая-то темная энергия. Э, Ты говоришь, я вижу, идет в сердце дьявола. А что это такое сердце М. дьявола? Я вижу, это тот, я слышу, престол сатаны, откуда все началось. Это предательство тебя, твоими же родственниками. В Иерусалим. Иерусалим. М. Я Константинополь? сейчас я посмотрю, Мгм. куда там какие-то Посмотри. сидят дядечки. Так, какие-то М. дядечки сидят. Сейчас я посмотрю, что они делают. Сейчас я с ними Мгм. поговорю, где это они сидят. Вижу какой-то бык, как корида, Мгм. черный какой-то. Сейчас я смотрю. Открывают дверь. Этот бык бегает за каким-то мужчиной. Сейчас я посмотрю, где это находится. Так, да, это Константинополь. Там какой-то ринг, как колесо. Мгм. Так, и я вижу, как этот бык этого человека поднимает на рога. А что там, корида была? Зарождение, скорее всего, этой всей Вот. системы. Мгм. А вот эти дядечки в каких-то таких странных каких-то одеяниях, я слышу, что они проявляют равнодушие, Мгм. игнорируют угрозу. Передаю Они этим какие-то хранители тайн. передаю этим дядечкам, если они хотят, алгоритм освобождения, информацию из наших сеансов. Пусть посмотрят, что ихнее молчание к чему приведет. Они говорят, это какие-то 3 старца, что они все Мгм. знают. Они Мгм. хранители тайн, Так. истинные хранители тайн, духи высших богов. М. Они говорят, что они охраняли твое тело, твое божественное тело. Так, интересно. Где находятся эти старцы по отношению ко мне? Они говорят, что они живые духи человеческой расы богов. Мгм. Они с какого-то места все выходят, они где-то там как будто бы ногами привязаны. Они говорят, что это духи познания. Один говорит разум, другой совесть, третий говорит любовь. Так. Но мы в каком-то очень высоком пространстве находимся. Мгм. А они тянутся как вниз, как будто бы ногами затянуты куда-то. Они стоят, говорят, они своими ступнями стоят на престоле сатаны. Так. Они говорят, что они хранители твоего разума.
Так, я могу их отвязать? Я сейчас посмотрю. Мгм. Куда это А у они тебя нет привязаны? привязки к ним? Ты говоришь, что ты ушел. Они проявились, потому что ты их освободил. Они стояли, тебя охраняли, твое тело в этом демоническом пространстве до тех пор, пока ты не освободился. Это дух Мгм. познания, совести и любви. Мгм. Ну, хорошо, передаю этим духам информацию, что я освободился, что Они они... говорят, что они знают. Мгм. И говорят, ты свободен. И ты говоришь, что ты Я ушел. Мгм. И ты вот так вот пятерню свою отнимаешь от земли и смотришь на нее и говоришь отпечаток. Мгм. И как будто бы вот так отпечаток ладони. Так, и что это? Что это означает, этот отпечаток ладони? Оно считывается как жизнь среди зверей, образ, печать, ключ, опыт, Мгм. который запечатлелся в высших духовных сферах. И я слышу, что это навигация. Оно выглядит, как будто бы корабль плывет по небу, по звездам. Мгм. Считывается Млечный Путь. Вот этот Млечный Путь, он как-то имеет отношение к поиску души, своих истоков и своего высшего Я. И выбор правильного пути. Мгм. Ты говоришь вот так вот это все пожмякал и говоришь, что ты освободил человечество от презрения, от выбора презрения. Так, а что это означает? Мгм. Ты говоришь, что вы не должны, кому-то обращаешься, давать мне ответ. Ты говоришь, что вы сами себе судьи и палачи. И ты говоришь этим людям, которые ходят по этому эгрегору, привязаны к тебе. Уходите, нечистые. У вас нет совести, любви и гармонии. Мгм. Ты их прогоняешь. Мгм. И ты говоришь, что ты снимаешь нечистые одежды из святого лика, то есть чистого лика. Мгм. И я вижу, как ты берешь эту икону, где этот вот кланялся, и колено свое разбиваешь, и вот этот инструмент назидания разрушается. Вот Мгм. это вся. И убирай все причины звона в голове, в ушах, восстанавливай твое истинное «Я», восстанавливай иконы жизни, гармонии и процветания. Останавливаю иконы, гармонии. Разбивай этот эгрегор и Грааль. Эгрегор. Мгм. Вероятнее Разбиваю. всего, Эти что Грааль – культы. это и есть эгрегор. Перевернули, перекрутили это слово, вот тебе и есть эгрегор смерти, культ Мгм. смерти. И Разбиваю. приказывай этому Иннокентию вернуть тебе всю. Мой потенциал, мою энергию. Да, а пусть он получает карму за использование твоей чистой божественной души, а также этот Илья и все его эти соратники, эти Мгм. культ дьявола, пусть забирают все их э, Приказываю. воздействия. Да.
чья это карма чужеродная. Всем интерферентам, этим магам, каждому из них приказываю забирать всю ихнюю карму, последствия и призываю карму за все эти мучения и последствия. И я вижу, как ты берешь вот этот символ, вот этот грааль смерти, и просто его бросаешь как в портал, в этот интерферента, очищая все наше божественное сознание от эгрегора смерти, разрушения, от этого магического взаимодействия, подчиняющего разум человека этим программам смерти. Пусть все, кто этот эгрегор, я слышу, започаткував, то есть этот Иннокентий и вся его мафия, и вот эти предатели все, маги, пусть получают карму по конам священного Всесвіту. Очищаю пространство, отдаю карму, распространяю информацию по эфиру, истину, кто есть кто, что есть что. Да, Хорошо. Закрываем портал, Виктория, поднимаемся максимально вверх. да. Посмотри сейчас, как я выгляжу. Но я вижу, что ты снова эту черную пятерню отдаешь. Пусть она уходит. Очищай полностью твое личное Очищаю пространство полностью на всех от уровнях. ответственности. Пусть они все получают карму. Ответственность. Угу, отдаю. Да, весь светишься, поднимаешься вверх, сияющий. Угу. Вот зачем свидетели Иеговы нарисовали Иисуса с мордой дьявола в руке, в правой. В этой книжке, это последняя типа книжка Библии. Угу. Понятно. Потому что это масоны еще те. Угу. Одно из ихних предприятий, да? Филиал. Да, да. Угу. Хорошо, Виктория. Спроси у меня, все ли мы сделали для меня на этом сеансе? Да. Угу. Хорошо, Виктория. Тогда прощаемся со мной, эфирным телом. Отсоединяйся от всех и всего. Угу. Проверяй твое личное пространство. Да. Закрываем порталы, наполняемся энергией любви, жизни и гармонии. Да, я кому-то там сказала, ну, кому Илье сказала, я узнала тебя. Угу. Как он не Хорошо. прятался. Обличили. Хорошо, Виктория, я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.